Если жена говорит, что мужчина является плохим отцом для ребенка, что же делать в такой ситуации этому мужчине? Женщинам тоже будет полезно посмотреть это видео с рекомендациями, потому что если вы женщина, жена, мать, и узнаете себя, что вы говорите вашему ребенку негативно, плохо про отца, вам полезно уделить 5-10 минут на просмотр этого ролика. И знаете, здесь есть очень тонкая такая грань важная, что я наблюдаю. Очень много сейчас информации в интернете о том, что нельзя говорить плохо ребенку про отца или про мать. И вроде как уже очень многие это понимают, но в реальности в жизни я замечаю, что многие женщины не замечают, как они плохо говорят. Многим женщинам кажется, что если я говорю открыто, он скотина, он козел, то это я говорю плохо. А если я открыто не говорю, что он козел, но она дальше не замечает, как она делает гримасу недовольную, когда говорит о отце, как она какую-то, знаете, пассивную агрессию выражает. Ну вот он как всегда. Но это же твой папа, ты что, не знаешь, какой он? Да, позволяет себе какие-то вот такие двухсмысленные вещи, ребенок все это все равно считывает одинаково. Что открыто вы скажете, что вы плохого мнения об отце, что закрыто. Поэтому видео это подходит, да, для любых из этих ситуаций. И очень важно человеку, женщине, да, или мужчине вообще, да, давайте расширимся, маме, папе, ребенка, когда говорите о партнере, внимательно фильтруйте, какие двухсмысленные послания вашей мимикой или намеками вы посылаете на самом деле ребенку в этот момент. Итак, если вы отец, и мать ребенка отзывается о вас плохо, и вы это знаете, что я рекомендую вам сделать? Если вы живете в одной семье, и это происходит, да, вы пара, вы живете в одном доме, то обязательно нужно поговорить с женой. И здесь будет рекомендация, как в прошлом видео, которое я снимала, наоборот, если муж говорит про жену, здесь будет одинаково. Сначала нужно легализовать, проявить эту проблему. Смотри, жена, ты говоришь обо мне плохо, вот так ты говорила, или прямо сейчас ты так говоришь. Ребенок это слышит, ты говоришь обо мне плохо. Проявить это. Следующее. Сказать, что так нельзя, и объяснить, почему. Тот же мотив, что я называла ранее в видео. Ребенок состоит, любой ребенок, наполовину из матери и наполовину из отца. Если ребенок растет с ощущением, с оценкой родителей, что один из них плохой или оба плохие, ребенок получается как червивое яблочко, червоточинка в нем. Он растет с ощущением, что раз я наполовину из этого человека сделан, а этот человек плохой, как о нем отзываются, то я, значит, тоже плохой. Это происходит на бессознательном уровне. Никто, конечно, никогда это так не раскладывает словами, но в психике происходит именно такой процесс самооценки. Поэтому если вы отзываетесь плохо о вашем партнере, или ваш партнер отзывается плохо при ребенке, да, ребенок всегда это впитывает как губка. И это нужно проговорить жене, если она плохо говорит про мужа. Если же это распавшийся брак, то есть родители в разводе или не живут вместе, и женщина отзывается плохо, нужно либо пробовать с ней вот так же разговаривать и договариваться. Если контакта с ней нет, она недоступна, пробовать объяснить это ребенку. Пробовать сказать так. Объяснить, что ситуация говно, не называя человека, который ее делает, какашкой. Вот так вот просто, да? Объяснить, что то, что мама делает, когда говорит плохо про папу, это условно говно, то есть это плохие действия. Но при этом мама не какашка. Сложно. Навык такой нужно тренировать. Потому что, видите, мы опять упираемся. Нам нужно сказать ребенку, что не так, но при этом нельзя, чтобы муж в ответ на маму говорил, что она плохая. Иначе он будет делать ту же самую ошибку. И ребенок тогда получится просто разменной монетой. Разве ребеночек заслуживает этого? Всегда все там терки, проблемы, конфликты между родителями должны оставаться только проблемой родителей. Родители должны эмоционально брать это на себя и не вовлекать в это детей. Это ответственность родителей. Я думаю, вы со мной согласны. Как же это сделать? Говорить ребенку: смотри, твоя мама иногда говорит обо мне какие-то для меня неприятные в первую очередь вещи. И мне кажется, что она формирует у тебя такую картинку, что как будто я плохой. То, что мама это делает, это нехорошо. Говорим, не мама нехорошая, смотрите, а действие.
действия, которые мама делает, это нехорошо, потому что сколько бы ни было лет ребенку, если он там уже, да хоть грудничок, все равно говорите. Все откладывается в мозге у ребенка, я в это верю. С любым возрастом говорите одинаково. Хоть вот правда, хоть это пятимесячный ребенок, говорите. Это где-то в глубине отложится. Он по интонации вашего голоса поймет посыл. Говорите, что если мама говорит обо мне плохо, то это как будто ты произошла от плохого человека. Но это не так. Я очень люблю тебя, да, у нас с мамой сложные отношения, да, все непросто. Я когда-то любил твою маму. Ты дитя, появившееся в любви. Но сейчас любовь между нами закончилась. Так бывает, и это нормально. Тебя я буду любить всегда, и для тебя я всегда буду хорошим папой. Даже, к сожалению, если мама иногда говорит обо мне нехорошо. Обязательно скажите это ребенку. Я верю, что так сформулированные слова с таким посылом, в таком состоянии долетят до сердца ребенка и сделают свое полезное дело. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Я искренне хочу, чтобы это кому-то помогло, потому что очень грустно наблюдать, когда родители ругаются, это касается детей. Я работаю не с детьми, я работаю только со взрослыми, и в своей работе я вижу последствия этого. Каким потом травмам психологическим это приводит. Берегите ваших детей. Ставьте, пожалуйста, лайк, если вам было полезно, если вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Здесь все только про тему отношений. И до встречи в следующих видео.